Утро в Монтроу начиналось спокойно. Солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев, медленно прогревая асфальт, еще влажный от ночной росы. Город дышал тишиной, будто не торопясь вступать в привычный ритм. На углу улицы, где пересекались Пятая и Элм, шла молодая чернокожая девушка в спортивной куртке. Наушники в ушах, капюшон на голове, легкая походка, она только что вышла из спортзала и направлялась домой. Патрульная машина появилась внезапно. Резкий визг тормозов, вспышка проблесковых маячков, и вот уже дверь распахивается, а изнутри выскакивает полицейский, держа пистолет перед собой. Он быстро оценил ситуацию: одинокая фигура, соответствующая его подозрениям, черная кожа, капюшон, сумка через плечо. Все сошлось. Все, кроме правды. Он кричал, отдавая приказы. Девушка остановилась, явно растерянная. Люди вокруг замедляли шаг, кто-то доставал телефоны. Воздух сгустился от напряжения, как перед грозой. У прохожих сжимались сердца. Сцена, слишком знакомая, слишком частая, чтобы быть неожиданной. Он держал пистолет на уровне ее головы. Ему казалось, что он контролирует ситуацию. На деле же это была иллюзия. Девушка не сопротивлялась, но и страха в ее глазах не было. Только усталость. Не первая подобная встреча. Не первый взгляд, полный подозрения, только из-за цвета кожи. Но этот случай был особенным. Этот офицер выбрал не ту мишень. Когда он наконец услышал ее имя и понял, кто она, его лицо побледнело. Имя ее отца звучало как приговор. Джордж Миллер, главный судья округа, один из самых влиятельных людей в городе. Человек, перед которым склоняли головы даже самые высокопоставленные чиновники. Тишина повисла над улицей, будто сам воздух ждал, что будет дальше. Полицейский опустил оружие. Он почувствовал, как в теле разливается холод не от страха перед возможными последствиями, а от осознания, что вся его власть в этот момент рассыпалась в прах. Он больше не контролировал ничего. Камеры, взгляды, имя судьи — все стало весами, на которых теперь висела его карьера. Кайла развернулась и ушла, не сказав ни слова. Ее походка была уверенной, как у человека, знающего цену справедливости. А позади остался он с пистолетом, с униформой, но без власти. Он почувствовал себя не защитником порядка, а его нарушителем. На следующий день в департаменте началась внутренняя проверка. История попала в прессу, камеры сделали свое дело. И имя девушки теперь знали все. Не как жертву, а как напоминание. Не каждый человек — просто силуэт на углу. У кого-то за спиной закон, у кого-то история, а у кого-то отец, способный напомнить, что правосудие бывает не только в учебниках. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.